Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и сегодня я хочу поговорить с вами о внимании. В последнее время все большему количеству детей ставят синдром дефицита внимания. Что же это такое? Например, ребенку дается какое-то упражнение, или ему читается какая-то книжка, а он весь отвлекается, постоянно вертится, крутится, и, перебивая взрослого, и не делая заданий, начинает спрашивать, а что вот это такое, что вот это такое, что вот это такое. То есть он не может сосредоточиться на конкретном действии, которое просит взрослый, будь то слушать книгу или выполнять какое-либо задание. Что же делать в этом случае? Здесь дело в том, что ребенок, когда вы ему говорите будь внимателен, будь внимателен, будь внимателен, он не понимает, что такое внутри он должен себя сделать, чтобы быть внимательным. Он вроде вот сидит, крутится, вертится, это для него быть внимательным. А что от него требует взрослый, ему непонятно. Для того, чтобы сформировать понимание у ребенка, что такое внимание, я расскажу сейчас несколько этапов, как это формируется. Итак, на первом этапе мы можем взять и читать детям стихи. Но не просто читать стихотворение, а читать стихотворение, в котором ребенок что-то может считать. Для этого задания нам понадобится, понадобится любой счетный набор. Любой счетный набор. Это может быть и счетный набор, вот такие у меня такой с колечками. Либо это могут быть палочки счетные. Вот, можно даже сделать так, что это могут быть бусики. Итак, мы выбираем какое-нибудь стихотворение, в котором можно считать какие-то, вот, например, такое детское стихотворение «Однажды хозяйка с базара пришла». Мы просим ребенка слушать это стихотворение, и как только он слышит название овоща, он будет собирать бусики, или собирать счетный набор, или палочки. Или можно даже взять конструктор, например, типа лего, или вот как у меня конструктор. И как только ребенок слышит какое-нибудь слово, он должен считать количество тех предметов, которые вы задали в этом стихотворении. Продемонстрировать вот на таком стихотворении. Я прошу ребенка считать овощи. В стихотворении «Однажды хозяйка с базара пришла». И я его спрошу: итак, если я тебе скажу галка, это будет овощем? Ребенок говорит: нет. А если я скажу банан, это будет овощем? Тоже нет. Да? А если картошка, то овощем будет. Вот когда мы убедились, что ребенок точно понял, мы ему читаем стихотворение. Однажды хозяйка с базара пришла. Хозяйка с базара домой принесла картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох! Значит, в этом стихотворении 4 четверостишия, и можно следующим четверостишем проверить, правильно он почитал количество овощей или нет. Значит, вот такое упражнение мы делаем на разных стихах в течение месяца, желательно хотя бы 2 раза в неделю. Для этого подойдут такие вот стихи. Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли, воробей, снегирь, сосед, будет вам зимой обед. И считаем тут количество птиц. Или где обедал воробей, считаем количество животных. Или можно даже там одновременно считать и количество животных, и количество еды. Есть замечательное стихотворение Усачева «Гном и звезда». Здесь мы можем считать сразу 3 компонента. Мы можем считать дом, гном и звезда. И мы объясняем ребенку опять, что как только он слышит дом, домик, или гном, гномик, или звезда, звездочка, да, то он считает количество и гном, и дома слова, и звезда. Значит, проделав вот это упражнение, мы можем проходить, вот, желательно, конечно, чтобы вы месяц или 2 делали это упражнение на формирование внимания с детьми, у которых проблемы с вниманием. Хотя это упражнение подойдет просто для любых детей, но им очень нравится, дети с удовольствием его делают просто для того, чтобы вот еще раз формировать слуховое внимание. Итак, значит, после того, как мы научились вот считать из стихов разные слова,
На самом деле это упражнение еще можно делать для более старших детей следующим образом. Мы можем читать им текст и считать, например, количество существительных в тексте, или количество глаголов в тексте, или количество, например, предлогов в тексте. То есть это упражнение подходит для детей разного возраста и для разных тем. Итак, значит, после того, как мы проделали вот это упражнение, мы переходим к следующей фазе. Чтобы ребенок понял, что такое внимание, мы даем ему монетку, кладем монетку и ставим перед ним обязательно песочные часы. Вот у меня есть песочные часы на минуту. И мы просим ребенка удерживать наше внимание на монетке в течение минуты. Для детей вот с синдромом дефицита внимания очень тяжело это делать, но вот если совсем тяжело, можно попросить полминутки держать. После того, как ребенок посмотрел на эту монетку, его обязательно нужно спросить, что происходило с монеткой во время упражнения. Поскольку у нас все время меняется, то мы видим саму монетку, то мы видим стол, фокус внимания меняется, и он меняется достаточно часто у человека, то поэтому монетка должна пульсировать. То есть она четко видна, то менее четко. Поэтому ощущение пульсации. Вот можете на себя попробовать, посмотреть, как у вас будет. Вот. И дальше мы его спрашиваем, удалось ли ему удержать внимание на монетке, и что он для этого делал. Ты думал только про монетку, или ты подумал, а вот у меня там где-то еще сколько-то монеток, а такую монетку я дал Сереже, а я видел эту монетку еще где-то. То есть у него мысль ушла от монетки, или он все-таки держал внимание на монетке. И дальше что он делал? Обычно дети, у которых хорошо держат внимание, они говорят, я ее разглядывал. Я вот посмотрел, тут вот такая трещинка, тут такой завиточек, тут такая вот. То есть он описывает, что он видел на этой монетке. И это действительно, если он вот описывает, что он видел эту монетку, он ее разглядывал, он действительно держал внимание на монетке. Дети с дефицитом внимания обычно соглашаются с тем, что они стали думать о другом. Хорошо, если вы это упражнение можете сразу сделать, например, с кем-то там, с бабушкой или с папой, или еще с кем-то, да, с каким-то другим человеком, у которого хорошо с вниманием, и попросить его рассказать, как он удерживал внимание на монетке. Вот. И чтобы кто-то рассказал о том, что монетку надо разглядывать. Когда ребенок это услышит, теперь ты понял, что нужно делать, чтобы удержать внимание на монетке. Ее надо разглядывать. Давай мы еще раз засечем это же время. И теперь ты знаешь, чтобы удерживать внимание на монете, ее надо разглядывать. И запускаем еще раз. Ребенок смотрит на монетку, и дальше опять спрашиваем его, удалось ли ему в течение 1 минуты удержать внимание. И что он для этого делал? Удалось ему разглядывать ее и рассказывать себе самому об этой монетке, вот, что он там увидел. Вот. Если удалось, значит, ребенок понял, что такое держать внимание. Дальше ему нужно объяснить, что именно когда мы держим внимание на чем-то, мы сосредотачиваемся и думаем о том, что нам говорят. Или на что нас просят посмотреть. Мы разглядываем именно то, на что нас просят посмотреть. Или разглядываем внимательно то задание, которое нам дали. Или слушаем и запоминаем то, что нам говорят. Вот после этого ребенок уже понимает, что же такое удерживать внимание. Он понял, что такое внимание, и он понял, что такое удерживать внимание. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, будьте внимательны. До новых встреч!